Эти кадры были сняты камерой наблюдения в офисе, где, по слухам, не раз фиксировали странные явления. На видео молодой человек идет по коридору, но внезапно останавливается, словно его пронзает сильная боль, и падает. Дальше самое жуткое. Камера показывает, как из его тела будто выходит прозрачная фигура и уходит вперед. Спустя несколько минут становится известно, что мужчина действительно умер. Причину врачи так и не смогли установить. Как вы считаете, могла ли камера наблюдения зафиксировать такое? Или это простой сбой? Жду вашей версии. Темная фигура. В этом ролике девушка по имени Аманда просто снимала свою маленькую дочь, но вдруг перед камерой промелькнула темная фигура. Чтобы точно заметить ее, нужно пересмотреть кадры в замедленном режиме. Аманда призналась, что сама сначала ничего не заметила. Это сделал ее муж. Но еще более пугает то, что в доме она чувствовала присутствие кого-то невидимого, особенно после смерти ее матери. Аманда рассказывала, что по ночам ощущала, будто рядом стоит кто-то чужой. Пользователи написали десятки версий. Кто-то даже утверждал, что это мог быть дух ее матери, но единого ответа так и не нашли. А вы верите Аманде или думаете, что это простое совпадение? Следующее видео сняла пара. Услышав странные шумы у себя дома, они решили включить камеру, чтобы зафиксировать все происходящее. Молодой человек идет к шкафу и видит, что плащ каким-то образом оказался на полу, но этим все не заканчивается. Спустя мгновение звуки усиливаются. Вещи внутри шкафа будто начинают двигаться сами по себе. И именно в этот момент происходит то, что пугает по-настоящему. Когда парень закрывает дверцу, вдруг выглядывает нечто зловещее. В комментариях пользователи писали, что это самый жуткий момент, ведь фигура является буквально на секунду, но этого достаточно, чтобы мурашки побежали по коже. А вы как думаете, это реально что-то паранормальное или умелая постановка? Девушка утверждает, что снимала это видео ради шутки. Она просто оставила камеру и зашла в лифт, но при просмотре увидела то, от чего стало не до смеха.
Если присмотреться к левой части экрана, можно заметить жуткое лицо. Некоторые зрители утверждали, что это просто игра света, но большинство сошлись во мнении, что кадры выглядят слишком правдоподобно, чтобы быть случайностью. А вот это видео мужчина выложил с подписью: «Мне удалось заснять Бигфута, посмотрите сами». Bober! A ty jesteś kurwa duży, ty! Bober! Ja pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę bobra! Jakie bydle jebane! Spierdolił do wody i się utopił! В лесу видно массивную фигуру, которая уверенно движется среди деревьев. Пользователи в комментариях разделились. Одни уверены, что это и правда легендарный Бигфут. Другие считают, что кто-то решил устроить розыгрыш в костюме. А вы на чьей стороне? На этих кадрах девушка готовилась ко сну, когда ощутила, что за ней кто-то наблюдает. Она включила камеру и, как оказалось, не зря. В коридоре, за дверью, на мгновение появляется жуткая фигура и через мгновение исчезает. Силуэт не похож на человека, скорее на фигуру из ужастика. Многие зрители писали, что именно это делает видео еще более пугающим. Другие утверждали, что если фигура исчезла так быстро, значит ли это, что она все еще где-то рядом. На этих кадрах было снято заброшенное здание. Девушка заметила что-то странное и решила все заснять. В одном из окон можно отчетливо увидеть фигуру, будто наблюдающую за ней. Пользователи разделились во мнениях. Одни уверены, что это призрак, другие считают, что в здание мог пробраться обычный человек. Но в одном все сошлись. Зрелище выглядит жутковато. Они смотрят. Эти кадры выложила мама-блогер Габи Мартинес, которая снимает забавные ролики про свою дочь. Но вскоре ее видео приобрели совсем другой оттенок. Габи рассказывает, что дочка часто указывала в темноту и говорила: «Они смотрят». На этом видео действительно можно заметить, как по комнате в отражении проходит темная тень. В еще одном видео что-то прячется в гардеробной. При этом мама утверждает, что они были дома совершенно одни. Зрители активно обсуждают ролики. Одни верят, что маленькие дети могут видеть то, что скрыто от взрослых. Другие думают, что это все постановка. Но кадры все равно вызывают мурашки. Согласитесь? Касание. Это видео девушка решила снять как эксперимент. Она установила сразу две камеры, обычную и инфракрасную. И именно на инфракрасной записи видно то, что заставило многих зрителей по-настоящему испугаться. Who is it that keeps bothering me?
Who is it? I don't want to do this anymore. За ее спиной появляются очертания рук, которые ложатся на ее плечи. Через несколько мгновений нечто будто касается ее лица, но на обычной камере при этом пусто, никакого постороннего рядом. Девушка резко вздрагивает, будто почувствовала прикосновение, и вскакивает со стула. Никого не найдя, поспешно уходит из кадра. В комментариях многие писали, что если это постановка, то она гениальная. Что это было на самом деле, мы никогда не узнаем. Но можем хотя бы предположить. Я остался, когда все ушли. Ни громко, ни страшно, просто все стало другим. Дом еще теплый, чай не допит. За окном кто-то жил. Я не понял, что умер. Просто перестал быть другим. Я брожу по углам, где мое было детство и мать, где обои все те же, но фото давно не висят, где когда-то смеялись, теперь пыль и нет сигнала. И даже кот, помнишь, он ушел со мной молча. Сначала ты проходишь сквозь стены, как будто сквозь меня. Смотришь в окно, не замечая дыхания. Я сижу на диване, где спал в 90-х под мультики, но ты все не слышишь, как будто весь мир стал глухим. Моя комната как музей, где экскурсий не бывает. Я сижу и слушаю, как плачет соседка живая. Я не злюсь, я не мщу, мне бы просто быть вспомненным хоть кем-то, хоть раз, хоть словом случайно. Я не тень, не кошмар, не сюжет из плохих новостей. Я обычный человек, который остался здесь. Если слышишь меня, не молчи, не беги от окна. Я все помню, твой голос, твой смех и ту ночь без сна. Я остался за гранью, но прошу тебя, как тогда, подпишись на YouTube и Telegram, чтоб я не исчез навсегда. Манекен. Сначала кажется, что это просто безобидное видео. Мужчина тренируется и делает прическу манекену, но потом зрители замечают деталь, которая мгновенно превращает этот ролик в жуткий. В какой-то момент манекен моргает. Да, глаза, которые должны были быть мертвыми, вдруг оживают на долю секунды. Зрители спорили. Кто-то писал, что это точно монтаж, другие утверждали, что это мог быть просто баг камеры. Были и те, кто по-настоящему испугался и посоветовал выбросить этот манекен. А вы что думаете? Прогулка. Следующий ролик был снят во время прогулки по лесу, но мужчина наткнулся на что-то странное. Давайте посмотрим. Ja pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Ej, kurwa, bober! Bober, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, bober! Ale ty jesteś, kurwa, duży, ty!
можно увидеть фигуру, выглядывающую из-за дерева, достаточно жуткую, особенно если гуляешь один. Некоторые пользователи писали, что это явно была чья-то шутка. Другие утверждали, что фигура выглядела слишком зловещей, чтобы быть человеком. А вы как думаете, что это могло быть? Кладбище в лесу. В этом ролике блогер-исследователь Фрэнк отправляется на старое кладбище, где, по легендам, до сих пор обитают призраки. Frank. Oh, what is this? It's like thorns. There we go. What the is that? Уже в самом начале он слышит странные звуки, будто кто-то передвигается рядом. Фрэнк идет дальше и рассказывает зрителям, что это место – кладбище домашних животных. Чтобы убедиться, что он здесь не один, он включает тепловизор. Like right here, you'll be able to see nice and clear, but the further back I go, hoping nothing's watching me through here. The further back I go, it turns white, and that's the fog, water vapor. But I want to see if I see anyone, because I don't think I'm alone out here. As creepy as... Oh, what is that? Right there. Holy shit. There's something back there watching. What was that? Holy shit. Hold on. Is there anyone there? There's something watching me from the forest right now. It's just peeking at me. Hold on, I'm gonna turn on my flashlight to see if I see anything. I don't see anything and it just went in. As soon as I turned on my flashlight, it went back in. Alright, I'm just watching my 6. Hello? Can you give me a sign that you're here? Is there somebody watching me? Hola? Hello? What the f? It's not responding to me. %, there's something hiding behind a tree. There it is again, right there. It definitely sees me. Oh, fuck. I keep hearing loud noises to my right. Let me watch behind me. Jesus Christ, it is so foggy right now. There is something out there. I'm gonna switch this to a color spectrum. I want to know if it's hot or cold. I want to see if I can pick anything up. There it is. There it is. Right there. It's definitely a worm signature.
It's just staring at me. I don't know what the it is. I'm gonna switch back into night vision. За одним из деревьев появляется темная фигура. Она словно наблюдает за ними издалека. Однако тепловизор показывает теплый спектр. Значит, это было что-то живое. Но человек ли, животное или вовсе нечто иное? Фрэнк не останавливается и пытается пообщаться с предполагаемыми духами, задавая им вопросы. Hello? What is that? I could do a little 360 panorama. This place looks like Stranger Things. I want to see if I can hear anything, though. What is that? What the fuck is that? I just saw a light. That was bright, though. Oh my God. See if I get anything. Oh, I just heard a noise up there. Oh shit. What the fuck was that? Come on. В ответ он слышит непонятные звуки, а спустя мгновение замечает вспышку света, а затем фигуру, не похожую на обычного человека. Она начинает перемещаться, будто преследуя его. Блогер признается, что с каждой секундой страх становится сильнее. Он продолжает осматриваться, но фигура исчезает, оставив его одного в темноте. На этом расследование заканчивается, и Фрэнк заявляет, что больше никогда не пойдет туда один. Ощущение. Этот ролик был снят совсем недавно, в августе. Мужчина начал ощущать у себя дома что-то странное и решил взять камеру. La porte, pourquoi t'as fermé la porte? В один момент дверь в туалет сама собой закрывается. Мужчина решается открыть ее и убедиться, что там никого нет. Но объяснение происходящему он так и не находит. Зрители писали, что момент выглядит как из классического ужастика. А кто-то даже утверждал, что заметил тень за дверью за секунду до того, как она закрылась. Someone's in here. I said someone's in here. What are you doing? Stop! What is that? Ah! Ah! Ah!
Oh shoot, sorry. 90s made a fiend. I was raised on frozen yards, bloody knuckles, candy bars, childhood written in the skull. That's who we are. I remember Sega cartridges that barely would start. Had to blow so much dust, I was coughing apart. Controller cord short like my family's fuse. If you rage, quit a game, homie, that's child abuse. Rusty swings in the yard. If you